Всем привет! Недавно я готовила этот простой, но очень вкусный торт. Называется он «Монастырская изба» и по классике собирается из 15 трубочек с начинкой, уложенных друг на друга в шахматном порядке. Но у меня этот торт будет круглым, потому как позже я его оформлю вот таким образом. Видео с этим оформлением уже есть у меня на канале. Если не видели, проходите, смотрите, ссылка есть в описании. Начинаю приготовление с теста. Для него соединяю сметану, сливочное масло комнатной температуры и щепотку соли. Немного перемешиваю до объединения продуктов. Муку соединяю с разрыхлителем. Просеиваю сразу всю муку в сметанно-масляную смесь. Замешиваю тесто сначала лопаткой, потом руками. Тесто довольно быстро собирается в комок. Долгого замеса оно не требует. Как только все собралось вместе, значит уже готово. Тесто остается липким, но не стоит добавлять муку, иначе коржи будут жесткими после выпечки. Тесто делю на 8 примерно одинаковых частей. Каждую часть оборачиваю в пленку. Убираю тесто в холодильник на 2 часа, оно должно отдохнуть и стабилизироваться. Тем временем готовлю вишневую начинку. Свежие вишни я помыла и удалила косточки. Замороженные вишни тоже подойдут. Засыпаю вишни сахаром и ставлю на плиту. По мере нагревания вишни пустят сок. Даю вишням покипеть на слабом нагреве минут 5. Затем добавляю крахмал, чтобы масса загустела. Лишняя жидкость здесь не нужна. Увариваю еще несколько минут, постоянно помешивая. Начинка готова. Снимаю ее с плиты и даю ей остыть минимум до 35 градусов, а лучше до комнатной температуры. Отдохнувшее тесто я достала из холодильника и дала ему минут 20 просто полежать на столе, немного согреться. После этого раскатываю каждую часть теста в длинную ленту. Длина около 40-50 см, ширина 7-8 см. Тесто эластичное, его легко раскатать очень тонко. На середину ленты выдавливаю из кондитерского мешка вишневую начинку. Соединяю края теста, защипывая их прямо над начинкой. И слежу, чтобы не осталось несклеенных промежутков, чтобы начинка не вытекала. Перекладываю эту заготовку трубочку на пергамент. В моем случае я укладываю ее по спирали. Следующую трубочку я прикладываю к концу предыдущей и таким образом делаю корж нужного мне диаметра. Итак, я накрутила вот такие спирали разного диаметра, а в классической сборке из всей порции теста у вас получится 16 трубочек длиной 20 см. Отправляю трубочки выпекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 25-28 минут. Вот такими румяными получаются коржи, очень ароматные. Им нужно дать полностью остыть, пока не остыли они хрупкие. Но даже если начинка где-то выступит, то это не страшно. После остывания начинка стабилизируется. Далее готовлю крем. Для него беру жирную сметану. Для стабилизации сметаны я буду использовать загуститель для сливок. Его использовать не обязательно, на вкус он не влияет, но мне он нужен, так как мой торт будет высоким и крем при этом должен быть стабильным. Взбиваю пару минут. Затем добавляю вареную сгущенку и взбиваю еще минуты 2-3. Здесь вижу, что крем жидковат, поэтому добавляю еще загуститель. Крем готов. Собираю торт, чередуя коржи с кремом. Обильно покрываю кремом все коржи и также весь торт снаружи. Теперь торту нужно дать пропитаться 6-8 часов.
после чего можно наслаждаться этим вкусом, знакомым с детства. Песочное тесто, вишни и сметанный карамельный крем – это очень вкусно. Торт получается в меру сладкий. Сладость по 5-бальной шкале я оцениваю на 3 балла для любителей кисленького. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, впереди еще много интересного.